Доброе утро, зрители Stop Game! Много новостей сегодня вас ждет в инфакте. 6 декабря NetEase Games выпустили свой супергеройский сетевой боевик Marvel Rivals. И так как это, как пишут в комментах про похожие игры, очередной сессионный шутер с героями, которые уже всех достали, игра, разумеется, вылетела в топ Steam, разорвав конкурентов. Онлайн у очередного духовного наследника Overwatch составил свыше 444 тысяч одновременных игроков на ПК. Первые отзывы в основном положительные, 75%. Но не так и круто на самом деле. У Concord похожий процент был, кажется. Большая часть негативных оценок приходится на проблемы с оптимизацией. В остальном же геймеров радуют разнообразные способности героев, веселый и динамичный игровой процесс, а также ненавязчивая монетизация. В игре, разумеется, есть наши любимые сезончики. Вот с релизом игры стартовала глава Doom's Rise, посвященная становлению местной метавселенной. Куда без нее? Для начала авторы предлагают 33 играбельных героев, 8 карт для соревновательных матчей и арену для режима Conquest. Полноценный первый сезон запустят в течение января, и продлится он до 3 месяцев. Игра доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series с русской локализацией текста. Вышла Indiana Jones and the Great Circle. 3 дня назад в ранний доступ за кучу денег, а сейчас уже для всех в Game Pass. Эмбарго на публикацию обзоров, разумеется, уже спало, и знаете что? Критики обласкали творение Machine Games чуть ли не со всех сторон, а некоторые даже называют Великий Круг своей игрой года. На момент подготовки выпуска у нового Индианы Джонса 87 баллов на Metacritic и 86 на OpenCritic. В Steam пока что 97% положительных. Игру хвалят за соответствие духу фильмов, красивое и детализированное окружение, атмосферные гробницы, превосходный саундтрек и актерскую игру. Отдельно некоторые журналисты выделили идеальные звуки ударов в ближнем бою и возможность калашматить нацистов. Ну а грехи у Великого Круга тоже нашлись, хотя они довольно незначительные. Часть критиков пожаловались на неровный темп геймплея, мол, на участках с открытым миром насыщенность происходящего провисает. В этих же секциях на инди сваливается кипа второстепенных заданий, испещряя карту множеством маркеров. Тут, кстати, согласен, сам вот прохожу, и там действительно многовато чего-то всего насыпали. Мой отзыв с горячими впечатлениями об игре, кстати, можете на нашем бусте послушать. Там целый мини-подкастик про игру по первым впечатлениям после первых уровней. Ну и обзор полноценный ждите, конечно. Релиз состоялся на ПК и Xbox Series, включая Game Pass уже сегодня. На PlayStation 5 игра заглянет весной 25-го. Русские субтитры в наличии. Кстати, имейте в виду, что игра очень требовательна к объему видеопамяти. Если почувствуете сильные лаги, ищите проблему где-то там. Похоже, в этом году The Game Awards точно не стоит пропускать. Я знаю, вам очень хотелось, но если не вы, то кто наш рестрим-то смотреть будет? Хорошо, эфир Stop Game не единственная причина заглянуть на ТГА. Если верить редактору Video Games Chronicles Энди Робинсону, церемония вручения будет довольно большой. Будет это большое количество рекламы китайских игр, 7-часовой подкаст Кодзимы или все-таки навал трейлеров ожидаемых блокбастеров, автор не уточнил. Я без негативчика, если что. Разве что он дописал, что это не предположение, а именно намек. Слова коллеги подтвердил Том Уоррен из The Verge. Сами организаторы ТГА пока делятся лишь именами музыкальных исполнителей, которые выйдут на сцену в рамках церемонии. Кстати, к списку присоединился и рэпер Snoop Dogg. Большое шоу состоится уже меньше, чем через неделю, 13 декабря в 4 утра по Москве. В воскресенье появится традиционный хайп-трейлер церемонии. Warhorse Studios показала свежий трейлер Kingdom Come Deliverance 2 в рамках недавнего PC Gaming Show, но затем выкатила расширенный вариант ролика на своем канале. Также разработчики поделились полными системными требованиями сиквела и режимами работы на консолях. Системки на ваших экранах, и если вы еще не проснулись до конца, можете в правую часть посмотреть, там взбодритесь. Хотя игрокам с 1080p мониторами повезло, даже пожилая 2060 игру потянет, хоть и в 30 FPS. Консольные режимы графики тоже показали. PS5 Pro ожидаемо выдаст лучшую картинку из всех, а Xbox Series S запустит игру в Full HD 30 FPS. Выпейте за его здоровье стаканчик воды за обедом, что ли. Kingdom Come Deliverance 2 посетит ПК, PlayStation 5 и Xbox Series 4 февраля. Русские субтитры прилагаются. Вот не люблю вставлять гнилые мемы в инфакты, но тут такая ситуация, что только мем ее и опишет. Короче, редакция журнала Time выдала рофлс.
хороший такой. Команда каждый год подводит итоги, в том числе публикуя десятку лучших видеоигр за минувшие 12 месяцев. В 2024 году на первом месте расположилась, знаете кто? Да вы не угадаете, даже не пробуйте. Dragon Age The Veilguard. По мнению журналистов, 24-й оказался относительно тихим, а громкие релизы выходили на приличном расстоянии друг от друга. Утверждение было справедливо вплоть до осени, когда на игроков навалились сразу несколько больших тайтлов. В этой куче релизнулась и Dragon Age The Veilguard. Игра-то в целом съедобная, нет проблем. Но чтобы понять странность этой ситуации, давайте я просто перечислю проекты, которые находятся ниже Драгонаги в этом же топе. Поехали. Астробот, Final Fantasy VII Rebirth, ремейк Silent Hill 2, Black Myth Wukong и Helldivers 2. Там в десятке есть еще Star Wars Outlaws и Lego Horizon, что тоже странно, ну ладно уж. А вообще, думал, что я терпимо отношусь к средним играм. Вот образец. Dragon Age выше Silent Hill 2. Что это, если не умение видеть великое в посредственности? До премьеры амбициозной антологии Secret Level осталось всего несколько дней, но журналисты уже успели поделиться своими впечатлениями. Сериал отметился внезапно смешанными отзывами. На момент подготовки инфакта сериал имеет среднюю оценку в 51 балл на Metacritic и 64% на Rotten Tomatoes. Критики похвалили работу над графикой и анимацией, но отметили слабую сюжетную составляющую и однообразную структуру эпизодов. По мнению журналистов, антология больше похожа не на самостоятельное произведение, а на сборник рекламных трейлеров с E3, где преобладает бездумный экшен. Отдельно некоторые ругают одинаковый визуальный стиль в большинстве серий, за редким исключением вроде Сифу и Спеланки. Мнение простых зрителей мы узнаем уже завтра, когда Secret Level стартует на стриминговом сервисе Prime Video. Сперва будет доступна первая пачка из 8 эпизодов, а оставшиеся 7 серий выпустят 17 декабря. А вот и все новости на сегодня. Заходите на наш сайт, чтобы... А нужна ли особая причина для этого? Заходите просто так. Вам там всегда будут рады. Не забудьте про лайк и хорошего вам понедельника. Пока!